Обычно покупаю уже сухую древесину, но периодически у меня возникает потребность в сушке небольших объемов местной древесины, которая поступает обычно не сушеной, и сушить, ну, сушилки есть, но туда возить, транспортные расходы и прочее, прочее. Компания Impulse предложила мне опробовать их кассетную сушилку, инфракрасную сушилку FlexiHeat. Вот эта сушилка пришла, заказала небольшой объем, всего на 6 кассет. Вот сейчас будем ее осваивать. В комплекте было еще одно место, насколько понимаю, здесь вся электрика, провода, пульт управления и так далее. Ну, сейчас распечатаем, посмотрим. Да, здесь в этой упаковке был комплект соединительных проводов и электрический щит. Электрический щит. Так называемая термоактивная кассета, которая представляет собой инфракрасную панель. Она будет нагреваться до 65-70 градусов, и таким образом будет происходить сушка пиломатериала. Начинаю делать основание под сушилку. Длинный пиломатериал я сушить не буду, поэтому сделаю под 1,5-метровый материал. Ну, в принципе, основание готово. Одно основание должно быть утеплено. Для утепления будем использовать пеноплекс. Сейчас нужно будет сделать укрытие. Такой навес над сушилкой. Нашли место за мастерской в углу. В принципе, поместилось. Не совсем горизонтально, но я думаю, ничего страшного. Это будет колпак над сушилкой. Сверху он будет утеплен, а по бокам обшит жестью. Крышу утеплим пеноплексом. Вот. И плюс еще сверху изолоном с отражающим слоем.
Вот, крыша готова. Осталось обшить только бока. Приобрела по случаю березовый кап, поэтому посушим его. Вот такая получилась достаточно серьезная конструкция. Она тяжелая, поэтому, чтобы каждый раз ее не снимать, сделали дверь. И через дверь уже будем закладывать пиломатериал. Открывай, Алексей. В принципе, она не очень большая. Пиломатериал можно туда поместить, потом закрыть и уже приступить к работе. Влажность пиломатериала очень высокая. Я думаю, судя по весу, близка к 100%. Я не смогу даже определить влажность, поскольку мой влагомер рассчитан на влажность только до 45 градусов. Когда показатель влажности выше 45, он просто ничего не показывает. То есть попытался показать там 98 и сразу сбросилось значение. Щит повесила на стену. Кабеля завел через дно поддона, поскольку там герметичность не очень важна. Можно укладывать пиломатериал. Начинаем укладывать пиломатериал. На дно кладем утеплитель. Будем использовать также пеноплекс. На них ряд кассет. Слева будет белая кассета управляющая, справа красная. Затем слой пиломатериала. Положили первый ряд кассет. Теперь укладываем пиломатериал. Положили один ряд пиломатериала, затем прокладки и второй ряд пиломатериала. После этого еще ряд кассет. Видишь? Все кассеты помечены. 1, 2, 3. Насколько я понимаю, один должен быть внизу. И пошли вверх. То сейчас подключаем второй ряд кассет. Давай, подключай. Вот берешь второй этот. Да, это вот правый. Пиломатериала мало, поэтому решили положить кассеты через каждый ряд. Последний ряд у нас обрезки нестандартные, поэтому ложу их на две длинные доски. Попробуем уложить вот так. Делаем все в первый раз. Пиломатериал нестандартный. Знаю, что получится. Можно пробовать включать, тестировать, будет работать или нет. Ну давай, Алексей, иди. Ты выключил.
Включай теперь. Проверяй, греется, нет? Теплый, да? Давайте поехали. Нагрев пошел. Оказался у нас тут случайно тепловизор. Ну вот что он показывает. Закрываем дверку. Здесь утеплено, но чтобы не придумать различные крепления, закрутим прям шурупами. Будем раз в 2-3 дня открывать и проверять влагомером, как сохнет древесина. Сентября, процесс пошел. Посмотрим, за какое время пиломатериал дойдет процентов до 6-8 влажности. Вот что мы имеем на следующее утро. Из штабеля вытекает вода. Крыша у короба утеплена, она холодная, а боковые стенки теплые. Ну, по ощущениям, градусов 30-35. Влага испаряется, конденсируется на стенках и стекает вниз. Сегодня 9 сентября, то есть прошло 3 дня. Не думаю, что древесина подсохла, поскольку все еще вытекает влага, но попробую открыть. Вот что здесь происходит. Видно, что влага конденсируется на холодных стенках и стекает вниз. Потолок сухой, поскольку он изолирован. Древесина стала заметно легче, но, конечно, еще не просохла. Можно попробовать измерить влажность, не знаю, что покажет. Ну, пробуем измерить. Нет, к сожалению, поскольку он не выдает значения, значит влажность выше 45. Думаю, надо закрыть и держать еще неделю. После этого можно что-то определить. Но, кстати, взял другой образец. Это не кап, а просто березовый брусок, и попробовал замерить влажность. Он показал мне вот 22%. Видимо, кап более плотный и сохнет более длительное время. Прошло еще 3 дня. Пиломатериал стал значительно легче, весь теплый. То есть видно, что подсыхает, но, к сожалению, пошли трещины. Поговорил я с производителем. Возможно, я не совсем правильно уложил пиломатериал, поэтому буду перекладывать. Взял образец из нижнего ряда, решил померить влажность, но там, где кап, показывает 21, здесь 23, здесь вообще 10. То есть вот эта часть, в принципе, сохнет нормально, но мне не нравится, что везде пошли трещины. Не знаю, с чем это связано, вот, но, скорее всего, большую часть пиломатериала я испортил. Порекомендовали мне уложить следующим образом: поднять нижний ряд кассет, поскольку они не должны лежать на теплоизоляторы. Между пиломатериалом и кассетами проложить дополнительно бруски, чтобы отдалить кассеты от пиломатериала подальше, и закончить не пиломатериалом, а последним рядом кассет. Вот буду пробовать так. Сегодня уже 17 сентября. Буду открывать. Прошло 12 дней. Посмотрим, что получилось. Влага на стенках уже практически не конденсируется. Видимо, пиломатериал
достаточно сухой. Контрольный образец берем откуда-нибудь из середины штабеля. Поскольку занялся сушкой, приобрел я профессиональный влагомер, измеритель влажности. У него очень большой диапазон от 4 до 100% и высокая точность измерения. Также есть коррекция температуры древесины. Буду измерять этим влагомером. Ну вот, взял образец из середины штабеля, вбил иголки, можно замерять. Вот показывает 5,4, 5,4, 5,3 влажность. Покажу поближе. Ну вот 5,3. Думаю, дальше сушить уже нет смысла, поскольку в мастерской пиломатериал все равно наберет влажность в зависимости от влажности воздуха в мастерской. Поэтому выгружаю пиломатериал и переношу в мастерскую. Приобрел полкуба сосны и буду сушить ее по рекомендациям производителя. Влажность у нее очень высокая, сосна свежеспиленная. Сейчас замерим влажность. Неделю она где-то пролежала у меня под навесом, поэтому у верхних досок влажность 21 показывает. Сейчас замерим в середине штабеля. Ну, в середине 43-44. Ну, то есть, я думаю, весь пиломатериал порядка 40% влажности. Буду сушить, посмотрю, за какое время она дойдет до мебельной влажности. Теперь сушить буду уже, как указано производителем в примере. То есть, укладывается ряд досок, затем нагреватели, потом 2 ряда досок нагревателя, опять 2 ряда досок нагревателя и в конце еще ряд досок. Попробую посушить так, поскольку с капом были нестандартные размеры. Посмотрим на результат. Уже почти стемнело, но надеюсь, видно, как уложено. То есть нижний ряд, потом ряд нагревателей, 2 ряда пиломатериала, нагревателей и так далее. Прокладки в ряду, где нагреватели должны быть толщиной 30 мм, между рядами без нагревателей достаточно 20. Оболочку я делал в расчете на полкуба пиломатериала. Вот как раз примерно мне столько и влезло, не поместилось 5 досок. Подключаем электрические соединения и включаем сушилку. Вот что происходит на утро. Прошло 12 часов. Видимо, штабель уже прогрелся и влага активно стала выделяться из пиломатериала. Так будет продолжаться несколько дней. Вечер пятницы, то есть прошло ровно 5 дней, как я загрузил сосновый пиломатериал. Влага еще продолжает сочиться, вот внизу видно, капает немножко, но решил я открыть, посмотреть, что там происходит, и замерить текущую влажность. Все стенки мокрые, вода стекает вниз, видимо, не дошло еще до нужной влажности, но раз открыл, замерю, какая сейчас влажность. Помню, что исходная влажность была порядка 40%. Сейчас замерю несколько образцов. По инструкции нужно замерять те доски, которые находятся в середине штабеля. Так, ну замеряем. Здесь влажность 21. Замерим еще вот внизу
здесь 21. Ну, то есть пиломатериал еще достаточно влажный. Я думаю, что нужно оставить еще дней на 5-7. Прошло еще 3 дня, то есть всего около 10 дней. Решила штабель разобрать. Нужен пиломатериал для работы. Будем мерить влажность. Вот здесь влажность составляет 10,2%. Померяем в другом месте еще. Другая доска 5,3. Здесь 8,5. В общем-то, я думаю, достаточно. Тем более пиломатериал мне нужен для наружных работ. Все равно он на улице наберет большую влажность. Видно, что доски практически не покоробились, но немножко есть, но в пределах разумного трещин на торцах нет. Поэтому я думаю, что этот метод достаточно интересный и, в принципе, его можно использовать для такой домашней сушки пиломатериала в небольших объемах. Не понравился мне, как у меня просох кап. Вот я распилил кап уже на заготовке для рукояти ножей. Замерил влажность. Влажность некоторых заготовок доходит до 18-20%. Это, конечно, очень много, поэтому решил его досушить уже в разрезанном виде заготовки. Положу между двух рядов нагревателей и подержу еще неделю. Думаю, он дойдет до нужной влажности. Тем более я собираюсь его стабилизировать, а там чем меньше влажность, тем лучше, но попробую посушить практически до нуля. Да, и кстати, несколько дней назад был очень сильный косой дождь и выбило у меня один автомат. Все-таки влага куда-то проникает, поэтому сделать дополнительный навес над щитком, чтобы дополнительно защитить электрические соединения. То есть прошу вот это также учесть.